Ugreen Hi-Tune T3 с активным шумодавом. Видите, как он блестит, потому что у нас на нем пленка еще. Мы его только-только получили. Я когда увидел, что он стоит $35 с активным шумодавом на Bluetooth 5.2, я понял, что надо брать. Надо брать и просто тупо тестить. Видели, какой ножичек использую? Нашел на Алиэкспрессе для распаковок ножичек. Очень классная тема. Хотите, ссылочку могу кинуть в описалочку. Посмотрите. Стоит вообще копейки. Сколько он нам обошелся, этот ножичек? Меньше $1. Режик. Это режик. Так, под пломбами. Все это дело под пломбами. Вскрываем. Или что мы делаем с ним? Белая коробочка. Красивая коробочка. И вот такой вот глянцевый прикольный корпус с магнитной крышечкой. Да и сами по себе наушнички имеют вот такую форму. Знаете, что-то мне это напоминает, не правда ли? Кому напоминает это что-то? Напишите в комментах, какую модель наушников это вам напоминает. Очень сильно напомнило некоторые моменты. Сейчас посмотрим. Они заряжены даже. Да, они заряжены, оба наушника. Есть индикация правый-левый. Если доставать и вставлять, то появляется индикация правого либо левого. То есть это удобно. Внизу есть Type-C и есть кнопка. На текущий момент, когда она закрыта, горит 3 светодиода. Набор амбушюр различного размера, белых, красивых. Они настолько все белоснежные, что их даже трудно различить. То есть они вот с этим белым корпусом сливаются. Так, есть у нас кабель зарядки Type-C. За Type-C отдельный огромный респект. Дело в том, что еще не все производители китайские перешли на Type-C корпусы, вернее на Type-C коннекторы. Уже давным-давно micro-USB похоронить. Это уже такое пинание трупа, я вам честно скажу. Мы сейчас кинем его, давай сюда я кину его пока на зарядку, пока мы будем с вами тут рассматривать, что нам заявляет сам производитель, посмотрим на цену. И для того, чтобы мы понимали, что тестировать, мы будем с вами сейчас, пока пускай позаряжается. А тут, в принципе, он заряжен практически. Видите, три диода, они, в принципе, являются индикаторами уровня заряда. Хорошо, откладываем лишние части коробочки, которые нам будут только мешать. И переходим к моему ноутбуку. Да, вообще, смотрите, мы на Алиэкспрессе, вообще ссылку я разместил в описании под видео, и советую вам пойти посмотреть, сколько они стоят, допустим, на момент того, как вы его смотрите, потому что на момент съемки это вот цена в $39,99. Была 35, когда я покупал, сейчас $39,99, я думаю, что будет еще падать. А ну слушайте, здесь можно купон продавца взять. Да ну, здесь есть купоны продавца, поэтому можно его взять дешевле, можно применить купоны. Вы поняли, смотрите, сколько купонов? Ну, это нормальная тема. Дальше смотрим. Noise Off, Music On. То есть у нас получается, это они заявляются о том, что у нас есть шумодав. И вот он, ANC. Активный шумодав. На секундочку. Теперь Call Noise Reduction. Это убирание звука, вернее, убирание шума при звонке. То есть еще и AI Enhanced написано. Это знаете, что расширено искусственным интеллектом. 10-миллиметровый динамический драйвер и 5.2 Bluetooth. Опять же делают акцент на активном шумодаве. Ультрастабильный коннект. И есть, знаете, что немаловажно? Есть, называется, сквозной режим. Сквозной режим — это когда вы там нажали на 2 секундочки, подержали, и он включает микрофоны и транслирует, что есть наружу. То есть это называется прозрачный режим, сквозной прозрачный режим. Классная тема на самом деле. Убирает окружающий шум на 90%. Что еще? 24 часа хватит с кейсом и 7 часов на одном заряде хватает самих наушников. Одношаговое спаривание. Одношаговое спаривание. 4,3 грамма. Не легенькие, слушайте, вообще 4,3 грамма. Есть у нас различные жесты, которые, то есть один тап это play, один тап пауза, дабл тап это ответить, положить, тап X2
без звонка это следующий предыдущий трек, правое и левое ухо, здесь разделение идет уже. И нажать и держать 2 секунды во время звонка это сбросить звонки. И нажать и держать 2 секунды, допустим, левое и правое. Правое это переключение между активным шумодавом и ambient модом. Это на правом, на левом это включение голосового ассистента. Слушайте, это будем сейчас пробовать. И здесь есть у нас технические характеристики, модули различные, ой, не модули, а профили. Есть у нас Bluetooth профили HSP, HFP, AVRCP. Есть у нас кодеки AAC и SBC. К сожалению, aptX тут нет. От 20 Гц до 20 кГц. Литий-полимерная батарея у кейса 320 мА. Так, ну и комплектность. Слушайте, а как их, вот давайте их сравним с Hi-Tune X5 и X6, обзоры которых мы делали. В отличие от пятых, они ближе к шестым по кодекам, то есть кодеки такие же. В пятом был aptX. А вообще, слушайте, я ссылки на вот эти вот Hi-Tune X5, X6 тоже разместил в описании под видео, на сами обзоры и на ссылки на проверенного продавца. Ну, смотрим, что у нас есть. Ага, low latency, то есть эти наушники, здесь 180 миллисекунд задержка, поэтому они не подходят для игр. Это однозначно, мы даже тестировать не будем. То есть если у X6 есть даже игровой режим отдельный, и там 50 миллисекунд есть задержка, то здесь 180 для игр, это будет, вы будете стрелять, знаете, слышать это как эхо больше, а не как звук от выстрела или тому подобного. Поэтому для игр это абсолютно не подходит. Ну ладно. Будем сейчас уже их начинать тестировать. Заряжать мы их закончили. Будем подключать к смартфону. Для того, чтобы протестировать, заходим в меню Bluetooth, открываем и добавляем устройство. Ugreen Hi-Tune T3 мгновенно найден был. Давайте добавим. Есть. Активно уровень заряда 100%. Наушники отличаются правый и левый, то есть это не универсальные наушники, это правый, я вставляю. Знаете, вот посадка для моих нестандартных ушей неплохая. Неплохая. Ну-ка, второй. Нормально, сейчас у нас Аня будет еще с ними прыгать, да, Анечка? Давай к нам, потому что вот мне нужно оценить посадку. Посадку я как бы вижу. Ну, слушайте, пока заходи в кадр. Мы сейчас посмотрим. HD аудио у нас есть кодек AAC и SBC. Ну, как бы тут... Ну да, подожди одну секундочку. Ну, в принципе, давай тестить. Так, передаю тебе. Давай, сейчас одену тебе микрофон. Оценивай. И тишина. Слушай, ну посадка вообще прикольная. А ну музон давай. Прыгай! Да им пофигу, они вообще туда сели и все. Давай, головы по накрыву. Ой. Вообще. От слова вообще. Вы знаете, вот... Они даже... Вы знаете, вот качество посадки мне тоже понравилось. Хотя это для моих нестандартных ушей было достаточно тяжело, то есть они там, но они держатся очень круто. Они круто держатся. Давай их сюда пока возвращай. Я сейчас послушаю, ну, или слушай, давай ты сейчас первое послушаешь музыку, а потом скажешь свои впечатления, а потом ты уйдешь, и я буду... А мы еще будем активный шумодав с тобой тестить. Так, пробуем. Тынь-дынь. Ого! Да ладно! Жесть, тут такие басы. Тут такие басы. У нас таких еще не было. Сейчас я закритикую, подождите. Я знаю, что она меня не слышит, ничего. но я сейчас закритикую, подождите. Очень. Просто Ане у нас нравится абсолютно все. Абсолютно все. Нет, ну эти по сравнению со всеми, эти вообще топчик. Короче, иди, я тебя позову на активный шумодав. Давай. Сейчас я буду тестить, тихо. Сейчас мы потестим с вами и качество звука, и режим. Нет, на самом деле насчет басового на права. Давайте я вам сейчас включу, вот, а вы послушайте.
супергерои, какая-то тема. И вот то, чего я боялся, это то, чего я боялся. Это на более серьезной музыке у нас все это на очень большой громкости превратилось в одну сплошную какофонию звуков. То есть это когда бас захлестывает все остальные частоты, и это превращается немножечко не в то, что хотелось бы. Но при этом я вам скажу, что качество звучания, оно неплохое. Это не топ-звучание, это, вот я бы сказал, это звучание ровно на $35-39. Ожидать от них там уровня какого-нибудь Sennheiser, либо Marshall, либо чего-то еще такого мега крутого вообще не стоит. То есть здесь мы понимаем, что за это мы получаем разговорные наушники, ТВС наушники с активным шумодавом, которые что-то играют с каким-то более-менее нормальным басом, и мы понимаем, что серьезную музыку на этом послушать громко, с басистостью и отчетливыми всеми раздельными частотами мы не сможем. То есть мы это с вами понимаем. Но как у нас обстоят дела с вот этим вот управлением, мы сейчас тоже с вами должны проверить. Так, левый, если мы один раз тапнем, то это play. Так, play, пауза. Работает. Это хорошо. Теперь ответ на звонок. Набери меня, пожалуйста, Ань. Мы сейчас проверим, как он отвечает на звонки. Тоже нажатием. Это должно быть с двух сторон. Ну, попробуем на правом наушнике. При этом вам придется нажимать пальцем практически на всю поверхность, потому что... Ой, сработал. Тихо. Потому что если или вверху, или внизу, то есть где-то он цепляет этот сенсор, немножко неудобно. Но вот если вы полностью пальцем просто прикасаетесь, оно отлично срабатывает. Ты меня сейчас набираешь, да? То есть, ай-яй-яй, у меня звук звонит прямо, звонок звонит прямо внутрь уха. Так, нажимаем. На какую мы должны ответить? Ага, двойной тап, это у нас ответ. Я ответил, все. И я 2 раза тапаю, по идее он должен положить. Он положил, срабатывает. Теперь мы проигрываем с вами трек. Надо тише сделать, сильно громко. И при двойном тапе без звонка он должен сработать на следующий трек. Сработал. Хорошо, останавливаем. Так, тормозимся. Что у нас еще есть? Теперь нам нужен включение-выключение. Нажать и держать 2 секунды для переключения между ANC, прозрачным режимом и нормальным режимом. Жмем. О, сейчас он включил Ambient Sound. Ой, а ну поговори что-нибудь. Привет, как дела? То есть я начал слышать окружающие звуки лучше, я себя лучше стал слышать. То есть это просто вот режим такого вот прозрачного прозрачного звука. То есть он воспринимает окружающий звук и транслирует его в уши очень, очень мягко. Зажимаем еще на 2 секунды. О, все, у нас есть шумодав. Аня, ой, я сейчас вообще ничего не слышу вокруг. Подожди, у меня, нет, ты не понял, у меня пропал шум вентилятора. У нас сейчас работает вентилятор, у меня пропал шум вентилятора. Иди сюда, ты сейчас охренеешь, я тебе серьезно говорю. Вообще просто жесть. Вот одевай. Ай! Не носи синтетику. Одевай. Ты сейчас слышишь шум вентилятора? Нет? А теперь... Тебя слышу. Да, меня слышишь. То есть она меня слышит, а шум вентилятора нет. Теперь зажимаем на 2 секунды. Что она сказала? Нормальный режим, да, какой-то? Что? Слышу. Кого ты слышишь? Вентилятор Да. слышишь? Классно, да? Еще раз. Сейчас он включит амбиент. Амбиент включил? Не включил. Ну, просто прикоснись и 2 секунды подержишь правую штуку. Правая. Амбиент включил? Да. А сейчас ты должна слышать окружающую среду. Да? А сейчас вообще я как будто бы Вот без да, как будто ты наушников. без наушников. А теперь зажми еще раз. Слушай, так это офигенно, когда, допустим, я сижу на работе, я тебя слышу, там надо Да, куда-то- а теперь зажми еще раз. И у тебя сразу же пропадет шум вентилятора. У нас просто отопитель стоит. А? Вообще Класс. Слушайте, офигенная давай сюда. штука.
дай сюда. Я хочу потестить А теперь. знаешь, в чем прикол? Вот это очень... Это мне нужны такие наушники. Я вам расскажу, ребята. Бывает, когда снимаем, да, почему я Basis там вот эти люблю. Почему я это слышу каждый обзор, что ей все надо? Нет, мне именно эти, другие больше никогда не попрошу, только эти и все. У меня ж только одни Basis и все, других же ж нет. Когда мы сидим на работе, я должна слышать, что меня позвали, я не могу сидеть в вакууме, то есть мне надо подбежать, там что-то подать, включить, выключить, подать, принести. То есть в этих круто, я их не снимаю, я слышу, просто меняю режимы. Это вообще, это зачет. Давай сейчас оценим качество связи по этим наушникам. Я тебе сейчас отдам свой рекордер. Отдам. Ты берешь свой смартфон, я одеваю наушники, ты мне звонишь и выходишь отсюда. Берешь камеру одну с собой, вот эту вот бери. У нас тут 3 камеры стоит. И мы сейчас попробуем с вами именно качество звука. Ну, мы все-таки с вами определяем некоторое качество звука. Звони мне и включай громкую связь. А как мне меня? Переверни вот Я так так вот. красиво, как богиня. Вот так вот сделай. Блин, где ты был раньше на съемках? Ты серьезно? А как я снимаю с хрома? Дай мне рекордер. Рекордер. Так набери себя с телефона. Как ваши дела? Пишите в комментариях. Всем привет, всем привет, всем привет. Так, ты меня слышишь? Да. Алексей, пожалуйста, включи сейчас все, чтобы звучал мой голос, который звучит из Аниного смартфона. Ты же на громкой связи, правильно? Да. Все, и микрофончик поближе к смартфону, ну не поближе, не сильно близко, а так, чтобы было слышно. Мы сейчас находимся в режиме АНЦ, это активный шумодав. Как ты меня вообще слышишь? Я тебя слышу шикарно, честно тебе скажу. Ну, я тоже тебя хорошо слышу. Я просто шикарно слышу. То есть здесь даже не обсуждается. Давай попробуем переключать режимы. Давай сейчас переключу. Ну, это, скорее всего, больше меня касается, конечно. Так, переключился. Сейчас. Он режимы не переключает во время разговора. Вот это плохо. Поэтому я сейчас кладу трубку, Ань, и перезвоню тебе, тоже поставишь меня на громкий, когда переключу режим. Хорошо, Сейчас давай. я не слышу. Сейчас я вообще ничего не слышу из окружающей среды. Сейчас работает АНЦ, это больше для меня. Но если здесь ЕНЦ, ЕНЦ это Environment Noise Cancellation, это значит прекращение окружающего шума для того, кто меня слышит. А ну подожди, сейчас в этом режиме я запущу еще музыку на своем компьютере, и ты оценишь, слышишь ты ее или нет, и как, насколько она мешает нам сейчас с тобой общаться. Давай я включаю. Так. А ну скажи мне, ты слышишь музыку? Слышу. Слышишь, да? Ну, скажу тебе сразу, ЕНЦ здесь нет. И как меня слышно с музыкой? То есть, ну, это разборчиво, нормально, нет? Ну, тебя с музыкой еще разговариваешь. Да, разговариваю, тест, раз, два, три, 4, 5. Ну, чуть хуже стало слышно, но я и музыку слышу. Ну, у меня музыка сильно громко играет. Я могу сделать ее потише. То есть вот эмулируем такой себе окружающий фон. То есть насколько ты меня сейчас хорошо слышишь или плохо, ну, ребята могут сами оценить по тому, что мы записываем звук. Это раз, два, три. Сирени, не колониализм. Не знаю, что там еще можно сказать. Ну, все здорово. Все, возвращаться? Да, возвращайся. Все, возвращайся. Давай бегу. Ну, что я вам скажу? Вы все прекрасно слышали. Для меня, в принципе, мнение я сложил об этих наушниках. Тот активный шумодав, который в них есть, это неплохо. Но это отрабатывает только на том человеке, который разговаривает, вернее, который носит наушники. Идеально было бы, если бы здесь был, кроме активного нойза, то есть кроме активного шумодава, а был еще и подавитель окружающего шума. То есть он есть только для того человека, который одел конкретно наушники. Если бы была технология ANC плюс ENC, или ENC, кто как считает, то и Аня в данном случае не слышала бы какого-то окружающего моего шума, и я бы не слышал. Тогда это было бы в разы круче. Но теперь давайте так, за 35-39 баксов этого нет ни в одном из предложенных на рынке вариантов. Да, мы можем обратиться к более дорогим вариантам, там X6, X5,
выбирать, и там уже будем смотреть, что там есть. Я уже просто не помню, что конкретно где есть ENC, но если брать за 39 баксов или за 35 с активным шумодавом, то это в крайне неплохой вариант. Да, есть какие-то моменты по качеству звучания, когда очень большая громкость и серьезная музыка, типа вот какой-то, знаете, там хоровой, камерной, там, конечно, все превращается в какую-то вот одну какофонию, и мы не можем определить даже, какой инструмент на текущий момент играет. Но при воспроизведении поп-музыки это совсем другое дело. При воспроизведении рока это немножко тяжелее и помогает убавление на 2 градации, допустим, громкости. В целом, за свои деньги это очень достойные наушники, потому что активный шумодав, особенно если вы гуляете по улице, особенно если вы много, там, допустим, занимаетесь спортом в активном шумном месте, то это вообще идеальный вариант. В остальном целом это далеко не для меломанов, это очень даже не для меломанов, но для людей, ведущих активный образ жизни, желающих сэкономить, потому что есть вариант потерять, либо еще что-то, а здесь даже и не жалко. Мы их рекомендуем, и с учетом тех моментов, которые мы назвали, по-другому мы их рекомендовать не можем. Поэтому, если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока!